Фермер находит одну из своих овец, лежащую в поле, но не может поверить в то, что находится под ней. Он присматривается, и его сердце почти останавливается, когда он понимает, что там трое новорожденных детей. Когда солнце начало подниматься на ферме, первые лучи солнца начали освещать спальню Тони и Джули, пары, которая нашла в сельской жизни покой и простоту, которыми они дорожили. Утренний свет мягко разливался по комнате, возвещая о начале нового дня. Тони, крепкий мужчина с мозолистыми руками от работы в поле, проснулся с первыми признаками рассвета. Он тихонько встал, надел свои поношенные коричневые сапоги и пальто, которое рассказывало много историй о днях, проведенных под солнцем и дождем. Для фермера не было ничего лучше, чем начинать день со свежести утра на ферме. Ему нравилось просыпаться рано, чувствуя росу и свежий воздух, наполняющий его легкие. Его первой остановкой всегда был сарай, где он проверял животных, которых он так любил и о которых заботился с преданностью. Когда он открыл двери сарая, его встретил характерный запах сена и мягкий звук животных. «Доброе утро, друзья мои, как ты ночевал?» Поздоровался он, разбрасывая сено для лошадей и корм для овец. Тишину сельской местности нарушал только ласковый ветерок и кукареканье петухов, создавая сцену спокойствия и простой красоты, которую так ценил Тони. Однако, когда он пошел проверить своих овец, мужчина заметил нечто необычное. Маленькая дверь одного из стойл была открыта, и Лизи, его самой любимой овечки, там не было. «Лизи!» – крикнул он, оглядываясь по сторонам в поисках животного. Его сердце забилось быстрее, когда он заметил, что задняя дверь сарая приоткрыта, сигнализируя о том, что бедняжка могла выбраться. Обеспокоенный, так как ночь была особенно холодной с температурой около 23 градусов, Тони выбежал из хлева, зовя овец. Он ходил по ферме, его сердце сжималось от беспокойства, и он боялся худшего. После нескольких минут поисков владелец фермы заметил что-то белое, лежащее в снегу вдалеке, недалеко от начала кукурузного поля. Это была Лизи. Он побежал к ней, грудь его была тяжела от печали, он уже думал, что уже слишком поздно. Сокрушался Тони, смахивая снег, покрывавший тело бедняжки. К своему мгновенному облегчению, он понял, что овца все еще дышит, но очень слабо. Но когда он убирал снег, мужчина заметил нечто неожиданное под телом овцы, странную ткань, которой там быть не должно. Казалось, что Лизи защищала что-то своим телом. Фермер осторожно поднял животное, и когда он увидел, что находится под ней, он почувствовал, как у него дрожат ноги. «Боже мой!» – воскликнул он, совершенно окаменев от увиденного. Там, посреди поля, под защитой овец, он нашел то, что не подавалось никакой логике, троих новорожденных младенцев. Его глаза расширились от полного недоверия. «Как ты здесь оказался?» – пробормотал мужчина, и его голос дрожал от удивления и шока. Не теряя ни секунды, Тони снял пальто и завернул в него детей. Они дрожали от холода, но все еще были немного теплыми, благодаря Лизи, которая всю ночь прикрывала их своим телом. Он также быстро накрыл овец тканью, которую носили дети, пытаясь защитить ее от пронизывающего холода. Неверие фермера было смешано с непреодолимым чувством незнания, что делать. Инстинктивным жестом он взвалил овец себе на плечи, а другой рукой крепко обнял троих младенцев, плотно завернутых в пальто. Он побежал обратно в сарай, где оставил Лизи в стойле, накрыв ее сеном, чтобы ей было тепло, затем он вернулся в дом. Мужчина начал отчаянно кричать, зовя свою жену Джулию: «Иди сюда, любимая, иди сейчас». Женщина проснулась в испуге, сбитая с толку суматохой. «Что такое, Тони?» – закричала она, бросаясь вниз. Однако, когда она увидела троих младенцев на диване и мужа, положившего руки на голову, не знающего, что делать, она была озадачена. «Что, как? Что вы делаете с этими детьми? Где вы их нашли?» Пока Тони объяснял ситуацию, все еще задыхаясь от недоверия, Джули уже была на работе, готовя горячую воду для теплой ванны для малышей. Пара, несмотря на то, что не знала точно, что делать, действовала с естественным родительским инстинктом и заботой. Они быстро согрели маленьких мальчиков и уложили их спать, завернув в одеяло, чтобы им было тепло и комфортно. Мужчина, который также беспокоился о Лизи, принес горячую воду в хлев и позаботился о том, чтобы овцы оправились от ночного холода. Убедившись, что все в тепле и безопасности, пара села на кухне, пытаясь осмыслить то, что только что произошло. «Откуда взялись эти дети?» – спросила женщина, и ее голос был полон беспокойства и удивления. «Но прежде чем я продолжу, я хочу знать, если бы вы были на месте этой пары, что бы вы сделали? Дайте мне знать в комментариях, и я дам вашему ответу сердцебиение». Двигаясь дальше, это была тайна, которую им нужно было разгадать, но сейчас самым важным было присматривать за детьми.
Они оба почувствовали смесь замешательства, отчаяния, а также странного чувства радости, когда смотрели в лица этих трех маленьких спящих ангелов. Они не могли не почувствовать непосредственную и глубокую связь. «Давай позаботимся о них, Джули, мы должны выяснить, что произошло, это факт. Я пойду и посмотрю, смогу ли я найти что-нибудь, а пока это наша ответственность», сказал муж с решимостью, чувствуя, как в его сердце неожиданно зарождается любовь к тем маленьким жизням, которые судьба поставила на его пути. Эта любовь пришла из давнего сна. У Джулии и Тони, обоим за 40, в сердцах было огромное желание, в котором им отказала жизнь, стать родителями. Мужчина, к сожалению, был бесплоден, и эта реальность лишила их радости иметь собственных детей. Они даже подумывали об усыновлении, но бюрократия была настолько велика, а процесс настолько изнурительным, что пара была сильно обескуражена. Они вдвоем владели большой фермой, полной урожая, местом, которое они мечтали наполнить детским смехом и беготней. Они представляли себе детей, играющих в полях, приносящих жизнь и радость в дом, который они построили с такой любовью. Но до этого момента эта мечта казалась далекой, сладкой фантазией, которую они никогда не могли осуществить. Однако в тот день, когда они встретили трех тройняшек, что-то изменилось. На короткое мгновение Тони и Джули почувствовали, что судьба исполнила их самые сокровенные желания, подарив им опыт родителей. Пусть даже таким неожиданным и драматичным образом. Фермер, однако, также был глубоко заинтригован и знал, что им нужно выяснить, откуда взялись эти малыши, любовь их новорожденного, их мать не может быть далеко. Она оставила их умирать на холоде, если бы не Лизи, они бы погибли, что это за мать? Спросил он голосом, полным негодования и возмущения. Жена разделяла опасения мужа, она тоже рассердилась, не в силах понять, как мать может так бросать своих детей. Так, движимый потребностью в ответах, мужчина решил отправиться на ферму и окрестности в поисках улик. Он сел в свой грузовик и поехал по сельской местности, посещая дома соседей, которые были довольно далеко, но никто ничего не знал. Никто не видел поблизости беременную женщину и не знал о недавних родах. Разочарование Тони росло с каждым отрицательным ответом. И после долгих поездок по просторам сельской местности его мысли постоянно обращались к малышам. Какая жестокая женщина, как она могла так бросить своих детей? Она даже не думала о том, как они будут, если их никто не найдет. Пробормотал он, все больше злясь на безответственность и жестокость неизвестной матери. Но когда мужчина подошел к тому месту, где он нашел детей, возле кукурузного поля, Тони заметил что-то, лежащее вдалеке. Кукурузное поле было полуоткрыто, как будто кто-то на него вбежал, и посреди него стояла странная фигура. Но что это такое? Спросил он себя, любопытствуя и немного опасаясь, он припарковал грузовик возле кукурузного поля. По мере того, как он подходил ближе, фигура становилась все яснее, но он все еще не мог разобрать, что это было, ему стало не по себе. Фермер знал, что ему предстоит узнать что-то, что может полностью изменить историю этих детей. Тони, с бешено колотящимся сердцем, наконец вышел на кукурузное поле, движимый смесью любопытства и опасений, что он там найдет. Каждый шаг, который он делал между высокими кустами кукурузы, усиливал его беспокойство. Если тот день уже был полон шокирующих событий, ничто не могло подготовить его к тому, что ему предстояло открыть. Когда он прибыл на место происшествия, он окаменел. Там, на земле, лежала молодая женщина, дышащая слабо и неровно, явно в последние минуты своей жизни. «Боже мой, у вас все хорошо, Господи, давай, я помогу тебе пойти», – воскликнул мужчина, пытаясь помочь женщине. Но когда он прикоснулся к ней, она закашлялась кровью и замерзла, ее тело неудержимо дрожало, и она едва могла говорить. И именно тогда, глядя прямо на женщину, Тони понял, что у нее выпирает живот, как будто она беременна или только что родила. Несмотря на то, что он был зол, он мягко спросил, учитывая серьезность ситуации, «Ты мать тройняшек?» Глаза молодой женщины расширились, и она слабым голосом спросила, «Вы нашли их? Живы ли они?» Она кашляла, когда говорила, а потом заплакала. Слава богу, эти слова привели Тони в замешательство. В конце концов, он искренне верил, что она оставила их там умирать. Но бедная женщина с трудом начала объяснять, что же на самом деле произошло прошлой ночью. Эланор была бездомной девушкой, которая оказалась в отчаянном положении в ту холодную, пронизывающую ночь. У нее начались схватки, она скиталась в поисках пристанища. В конце концов она подошла к ферме Тони и Джули, увидев яркий свет их дома издалека. Она шла так далеко, как только могла, ступая ногами на землю, которая уже была покрыта снегом, но не могла вовремя добраться до их дома. И тут же, посреди поля, она начала рожать.
Бедняжка подумала каждый раз, когда рождался еще один из ее детей, у нее не было сил нести их в дом пары. И ей удавалось только в порыве отчаяния завернуть их в старую ткань, которую она сама использовала в качестве одеяла. Каким-то чудом накануне Тони отвлекся и забыл закрыть защелку на воротах Лизи, овца, услышав крики Элана, сумела выбраться из хлева и подойти к женщине. Но, увидев овец, девушка испугалась и побежала на кукурузное поле. Лизи, со своей стороны, нашла малышей и согрела их своим телом. Тем временем Эланар, уже ослабленная родами и больная, без одеяла, которое могло бы хотя бы укрыть ее от ледяного ветра, подалась пронизывающему холоду. Обессиленная и не в силах противостоять сильному холоду, она рухнула посреди кукурузного поля, развив сильное переохлаждение. Чего она никогда не могла себе представить в те последние минуты своей жизни, так это того, что судьба приведет ее детей в любящие руки фермера, который примет их как своих собственных. Фермер слушал эту историю со смесью грусти и сострадания, глубоко тронутой трудной судьбой молодой женщины. Он чувствовал себя виноватым за то, что судил ее слишком поспешно, осознавая безотлагательность ситуации, он знал, что должен действовать быстро. «Я отвезу тебя домой, нам нужно согреть тебя и позаботиться об этих ранах», — сказал он, стараясь осторожно поднять молодую женщину. «Давай, дорогая, я тебя подниму, ладно, здесь холодно». Тем не менее, она была очень слаба, поглощенная тяготами своего путешествия и безжалостным холодом в ту ночь. «Нет», — бедняжка сказала, — «мое время пришло, сэр». Это была сцена глубокой печали. Эланор со слезами на глазах посмотрела прямо на фермера и слабым голосом взмолилась: «Пожалуйста, воспитай их, как своих собственных». Ее слова были отчаянной мольбой, последним желанием матери, которая знала, что не увидит, как ее дети вырастут. Эти слова пронзили Тони до глубины души. Затем, нежно держа молодую женщину за руки, фермер пообещал: «Они будут любимы, моя дорогая, и я обещаю, что они будут знать, как сильно вы их любите». С этими словами обещания и любви бедная девушка испустила последний вздох, оставив после себя наследие жизни в руках незнакомцев, ставших спасителями. Ласковый ветерок колыхал кукурузные поля, словно оплакивая трагическую судьбу молодой матери. Небо над головой, казалось, разделяло грусть этого момента, окутывая сцену атмосферой прощания и размышлений. Со слезами на глазах мужчина поднял тело Эланы и посадил ее в свой грузовик. Вернувшись домой, он рассказал обо всем своей жене, которая плакала из-за истории молодой женщины и трагической потери детей. Вместе пара решила похоронить ее должным образом, почтив ее память и короткую, но важную связь, которая у них была. Похороны были простой церемонией, но полными эмоций. Тут же, на ферме, возле кукурузного поля, в тени деревьев, они попрощались с Иланар. Из полевых цветов, собранных с поля, они создали простой, но значимый мемориал там, под голубым небом. Тони и Джули пообещали заботиться о 3 мальчиках, как о своих собственных детях, сохраняя память о своей храброй матери. И вот, после печали и траура, пара приняла решение закона усыновить тройню. Это был способ выполнить обещание, данное девушке, и в то же время осуществить мечту, которая так долго была в их сердцах. Ферма с ее обширными угодьями стала для них бесконечной игровой площадкой. Тройняшки любили гулять по полям, играть с животными и помогать родителям по хозяйству. Они стали маленькими помощниками, всегда готовыми учиться и принимать участие в деятельности фермы. Тони и Джули каждый день удивлялись росту мальчиков. Каждый новый день приносил открытие, повод для смеха или маленькое приключение. Дом, когда-то молчавший, теперь оглашался смехом и оживленными разговорами. Трапезы были моментами единения и празднования, где делились историями и обсуждались планы на будущее. Маленькие мальчики, с их природной любовью к природе и животным, стали настоящими охранниками фермы. Их связь с землей и существами, которые на ней жили, была очевидна. Они заботились о овцах с особой любовью, всегда помня о Лизи, героической овечке, которая сыграла решающую роль в их жизни. Супруги также никогда не скрывали правду о своем происхождении от своих детей. Они рассказали им об Эланар, их биологической матери, с большим уважением и любовью. Они говорили о том, как сильно она их любила и как храбро боролась за то, чтобы они появились на свет. И раз в год они приносили их к ее могиле, которая находилась рядом с кукурузным полем. Эти истории воспитали в мальчиках любовь и восхищение матерью, которую они никогда не встречали, но которая отдала все ради них. Мигель, Рафаэль и Габриэль выросли с уникальным пониманием жизни, любви и жертвенности. Они знали, что их любили с первого момента жизни и испытывали глубокую благодарность к своим приемным родителям, которые обеспечили им дом, полный любви и возможностей.
Шли годы, ферма процветала, как и семья, смех и радость маленьких мальчиков наполнили поля, и любовь, которая циркулировала в этом доме, была удивительной. Оглядываясь назад, Тони и Джули знали, что все, что произошло, привело их к этому моменту, к этой семье, которую они построили вместе. История о том, как трое малышей были найдены в холодном поле и стали самой большой радостью пары, тоскующей по детям, рассказывалась и пересказывалась. История о любви и судьбе, которая будет передаваться из поколения в поколение. Так, среди спокойствия фермы, под голубым небом и золотым солнцем, жизнь продолжалась, полной радости, любви и постоянного напоминания о том, что иногда чудеса случаются в самых неожиданных местах.